Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Я тут недавно наткнулась на полезное упражнение, которое захотела предложить и вам. Это упражнение на тренировку какого-то конкретного аспекта в языке. В нашем случае это будет прошедшее время. Я вам расскажу, как прошел один из моих предыдущих дней, используя в своем рассказе только или почти только прошедшее время. Думаю, что рассказ этот будет несложным, потому что я планирую использовать достаточно простую лексику, которая касается повседневных дел. На экране будет текст, а глаголы в прошедшем времени я выделю отдельным цветом, чтобы вы на них обращали внимание. Давайте начинать. Итак, в субботу я проснулась в 8:30, и первое, что увидела, когда открыла глаза, это солнце и абсолютно голубое небо. Я сразу поняла, что это будет хороший день, потому что солнце всегда поднимает настроение. Я встала, заправила кровать и пошла приводить себя в порядок. А именно, умылась, почистила зубы, расчесала волосы и после этого начала готовить себе завтрак. Мне не надо было никуда спешить, поэтому я могла расслабиться и не торопиться, потому как основной целью на этот день было отдохнуть. А так как к тому же повезло с погодой, еще и погулять. Когда я готовила завтрак, фоном я включила видео на испанском языке, чтобы с пользой провести время, которое было пустым для моего мозга. А после того, как завтрак был готов, я включила серию «Офиса» на английском языке и начала есть свою любимую яичницу, но с ней у меня еще были горячие бутерброды. После завтрака я решила немного убраться в доме, да, такой вот выходной, а потом выпила чашечку ароматного кофе и съела шоколадный батончик. А уже после этого начала собираться на прогулку. Собралась я быстро, мне надо было только одеться и придумать, что обуть, потому что погода была теплая, и зимние ботинки уже не подходили. «Неужели пришла весна?» – подумала я. Взяла с собой кое-какие вещи в сумочку и поехала в парк. Поехала, а не пошла, потому что мне хотелось в конкретный парк, а не в тот, который возле дома. И к тому же у меня была запланирована встреча с другом, и поэтому мы выбрали точку, до которой нам обоим добираться было одинаково по времени. Мы долго не виделись, поэтому были очень рады нашей встрече. Мы очень долго болтали обо всем на свете и обошли почти весь парк, а он достаточно большой. Выпили кофе, хотя я пила какао, и перекусили, потому что уже было время обеда, а я еще и встала рано и позавтракала тоже рано, поэтому проголодалась. И когда мы вдоволь нагулялись, разъехались по домам. Я была очень довольна нашей прогулкой, потому что помимо просто прогулки, это была еще и физическая активность для нас обоих. И благодаря этому мне не пришлось заниматься спортом дома, потому что я довольно-таки устала и неплохо себя потренировала. Что это? Когда я приехала домой, я хотела немного почитать, не почитала, и посмотреть телевизор. Телевизор посмотрела. И, конечно, не обошлось без ужина, во время которого я смотрела видео на французском языке. А перед сном сходила в душ, почистила зубы, намазалась кремом, почитала новости и пошла спать. День был очень хорошим, в общем-то, как я и ожидала. А все потому, что солнце – это всегда предвестник радости. Такой вот рассказ. Что скажете? Как вам это упражнение? Его можно делать не только на тренировку простых грамматических времен, но и на более сложных, на определенную лексику в том числе. Так что, если вам понравилось, можете написать, какой аспект языка вы бы хотели потренировать в следующий раз. И потренировать я имею в виду не просто абстрактным текстом, хотя можно и им, но либо историей из жизни, либо описанием чего-то. В общем, если у вас есть предложения, пишите о них внизу. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока! Don't leave me here.